Лев– один из самых опасных хищников, которые обитают в джунглях Южной Америки. В течение длительного времени люди питали уважение и почитание к этому хищнику. Несмотря на свои сравнительно небольшие размеры, лев известен своим жестоким нравом и свирепостью, что заставляет его противников трепетать от страха. Тот, кто решит встать на его пути, несомненно станет его добычей. Бывают случаи, когда лев вызывает на бой даже крокодила, который хочет позавтракать хозяином джунглей, спустившимся к водопою. Однако сегодняшняя история подтверждает, что наш взгляд на мир зависит от того, как мы хотим его видеть. Даже самый опасный хищник в конечном счете мало чем отличается от нас самих. Отряд бразильских солдат находился на катере, двигаясь вниз по течению Амазонки, чтобы проверить, не происходит ли там незаконная деятельность лесорубов и браконьеров, разрушающих экосистему в желании получить быструю прибыль. Этот патруль проводился регулярно. Амазонка в этих местах крайне необузданная и неуправляемая. Для того, чтобы усмирить ее и не столкнуться с острыми валунами, требуется большой опыт. Хавьер, который уже не раз управлял катером по дикой реке, не испытывал особого беспокойства. Но на этот раз все происходило по-другому. Накануне ночью джунгли были накрыты сильным ураганом, и по реке попадались ветки, сломанные деревья и кустарники, что затрудняло движение катера. Ему не хотелось повредить судно, столкнувшись с каким-нибудь валуном. Габриэль, командир отряда, сосредоточенно смотрел вперед, пристально разглядывая открывающуюся перед ними воду. Вид, который он увидел, заставил его замереть от изумления. Но вскоре он пришел в себя и дал сигнал заглушить двигатель. Хавьер был удивлен решению своего командира, ведь он не заметил ничего подозрительного. Однако он решил подчиниться. Катер бесшумно шел по воде, медленно сбрасывая набранную скорость. «В чем дело, командир?» — спросил Хавьер у Габриэля, который покуривал сигару. «Посмотри вон туда, и все поймешь!» Габриэль указал рукой в указанном направлении. Капитан был склонен к скупости слов и предпочитал не объяснять, если можно показать. Хавьер посмотрел в указанном направлении, и неудержимая дрожь пробежала по его спине. Он увидел, как молодой лев зацепился за острый валун, спасающий его от гибели. Львы отлично плавают, но, видимо, этому зверю не повезло. Возможно, он упал в реку вместе с поваленным деревом. Течение в этой части реки было настолько сильным, что даже мощный лев не смог справиться с ним. Хищник знал, что если он расслабит свои лапы, сильный поток разобьет его об острые валуны, или он просто утонет, потеряв борьбу со стихией. Люди на патрульном катере тоже понимали это. И они не могли оставить животное в беде. Их задача состояла в охране и патрулировании береговой зоны реки. Но когда им попался случай со спасением животного от несправедливой смерти, как можно было просто пройти мимо? Хавьер, который вырос в этих краях, не разделял гуманистические убеждения своего командира. Он попытался объяснить Габриэлю, что природа часто бывает жестокой, но всегда справедливой. Глупо жалеть антилопу, которую съел крокодил, ведь хищник питается свежим мясом. Хавьер ожидал, что команда разразится смехом, а капитан похвалит его за шутку. Но команда молчала с смущенными выражениями на лицах. Мужчина понял, что его шутка была неуместной. Он опустил глаза и замолчал, убрав улыбку. Теперь ему было очень стыдно за свою неуместную болтовню. Хавьер покраснел, будто сделал что-то неловкое. Катер двигался по течению прямо к месту, где лев отчаянно цеплялся за жизнь. Суровый капитан немного сомневался в правильности своего решения. А если лев испугается и начнет атаковать команду? Несмотря на то, что у всех было оружие, их целью не было нанести вред животному. Но что, если кто-то из команды получит травму? Они могли бы выстрелить, но угрызения совести были бы непростительными. Однако просто бросить животное значило бы обречь его на мучительную и медленную смерть.
Тогда Габриэль сел на нос катера и протянулся к льву, который висел на камне. Большой риск был повредить катер о приближающиеся камни. Остальные члены команды вооружились баграми и отталкивались ими от преград, чтобы помочь Габриэлю. Такие маневры затрудняли работу капитана, который хотел точно прицелиться, чтобы схватить льва. Но, наконец, Габриэль решился и взял дикого кота за шиворот. Он почувствовал, что это не маленький котенок, а солидный хищник. Но кошка оказалась не такой агрессивной, как их первоначально пугало. Наоборот, лев понял замысел человека и помогал ему, цепляясь когтями за все, что могло поддержать его вес. Сердца всех членов команды колотились от напряжения, но они поняли, что лев не станет нападать на них. Были заметны признаки облегчения и радости у команды. Один из них даже попробовал изобразить, как отряхивается мокрый хищник, чтобы поднять всем настроение. Но кошка была сильно повреждена и ослабла от схватки с водой. Габриэль решил забрать ее с собой в расположение команды, чтобы она не погибла от голода или болезни. Так лев стал жить в воинской части, получил имя Дакота и стал символом этого отряда. Командир и его солдаты стали называть себя львами, и это название стало их официальным статусом. Дакота вырос во взрослого могучего льва. Он уходил в джунгли, когда ему этого хотелось, но всегда возвращался обратно в часть. Кажется, тогда в водах бурной Амазонки этот лев навсегда породнился с людьми, приняв их за своих братьев. Оказывается, добрые дела иногда способны творить настоящие чудеса. И даже сердце сурового хищника подвластно добру. Так чего же стоит нам, людям, стать чуточку добрее и проявлять немного больше понимания ко всему, что нас окружает? Дорогие зрители, если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.